Это была зима, когда маленький Кирилл впервые оказался в руках Татьяны, медсестры местной больницы. Он был найден на пороге ее дома в коробке, завернутой в старый плед. Маленький, заплаканный и испуганный, он не знал, что его ждет. У Татьяны не было детей, но сердце подсказывало ей, что она должна помочь. Татьяна не раздумывала. Она взяла малыша, обеспечила его всем необходимым и начала ухаживать за ним, как за своим собственным. Она проводила с ним все ночи, поила его молоком, согревала, убаюкивала. С каждым днем Кирилл становился все более живым и радостным, и Татьяна чувствовала, что ее жизнь обрела новый смысл. Она не ставила себе никаких целей по усыновлению. Но когда мальчик подрос и начал называть ее «мама», она поняла, что уже не может себе представить жизни без него. Он стал ее родным. Прошло 7 лет. Кирилл рос крепким, умным и веселым мальчиком, а Татьяна продолжала работать медсестрой, оставаясь его единственным опекуном. И вот в один из зимних вечеров, когда они с Кириллом сидели за ужином, дверь раздался громкий звонок. Открыв, Татьяна увидела мужчину средних лет с уверенным видом. «Я его отец», — заявил он, указывая на Кирилла. «Я забираю его домой». Татьяна ошарашенно посмотрела на незнакомца. Этот человек, похоже, не переживал, что потерял своего сына 7 лет назад. «Вы не можете забрать его», — ответила она, не скрывая волнения. «Кирилл вырос со мной. Я его мама. Он знает только меня, и я не могу его отдать. У него нет другого дома». Мужчина не стал долго спорить. Он выкрикнул несколько угроз, заявив, что у него есть деньги и влияние, и если Татьяна не отдаст ему сына, он подаст в суд, обвинив ее в незаконном усыновлении. Но Татьяна не испугалась. Она уже пережила многое и была уверена, что ее действия оправданы. «Я не отдам его», — твердо сказала Татьяна. «Мы пойдем в суд». Несмотря на угрозы, Татьяна стояла на своем. Она обратилась за помощью к адвокату, который уверенно заявил, что права отца на ребенка, потерянные за эти годы, должны быть признаны утраченными. Он пояснил, что в таких случаях, когда ребенка не воспитывают родные родители, и другой человек фактически заменяет родителя, права на усыновление могут быть восстановлены. В суде мужчина продолжал настаивать на своем праве забрать ребенка, но его заявление не имело силы. Он не оказывал никакой заботы о своем сыне в течение 7 лет. Татьяна же привела доказательства того, как она заботилась о Кирилле, как он ее любит и как они стали семьей. Судья внимательно выслушал обе стороны и принял решение. В соответствии с законами о правах ребенка и защите его интересов, суд признает, что отец утратил свои родительские права, так как не осуществлял их в течение длительного времени. Татьяна, которая в буквальном смысле вырастила мальчика, будет продолжать исполнять роль его законного опекуна. Мужчина был шокирован. Он не мог поверить, что потерял своего сына и что его угрозы не сработали. Однако по закону он был лишен родительских прав. Татьяна смогла сохранить своего сына, которого она любила как родного, и это стало для нее самой большой победой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.